Ну, я расскажу об отношении вашем, и да, правильно все. Ну, вы Это добровольное интервью, да, добровольный разговор. Что хочешь, то и рассказывай. правильно, Те. вы правильно, я понял. Да. И это, ну, вы задаете вопросы, я отвечаю, да? Да, Мы ну вас, вы просто... заставим, мы вас заставим сказать, что у вас тут кормят хорошо. Ну, кормят относительно нормально. Вы просто зацепили приинтереснейшую тему. Приинтереснейшую тему о том, что одна сторона грешит чем-то, вторая сторона грешит. Да, Чем мы ну- перед вами нагрешили? Давайте будем исповедоваться. Я лично только Майдан заметил. Так, Майдан заметил. Дальше что- я никакой информации о делах в Украине не отслеживал. Я понял, чем вам насолил наш Майдан? Чем мы перед вами согрешили? Что у нас Конкретно мне ничем не насолил. Кому? Из-за всех россиян я не могу говорить. Я лично испугался, когда увидел, что происходило на Майдане. Так. Испугался то, что... Вам стало страшно? Да, именно мне стало Да, страшно да. по поводу, ну, например, ехать в Украину, допустим, да, потому что вроде как на Майдане унижали русских. Да ладно. Ну, Русских мне так унижали? показалось. Мгм. Ну А хорошо. как вам показалось? Ну кричали там. Так, москали, вот есть, это Да, вот. есть, и были кричалки. Эти кричалки эти были, кричалки, знаете, вот. людям холодно было, чтобы согреться, а они кричали. Ну неважно, не суть. Я вашему Так, другу дальше. вас фотографировал. Дальше. Вам было страшно. Нет, я не то, что прям мне страшно было, но я просто увидел, что, ну, думаю, что украинцы, ну, из-за чего-то обозлились на русских. Так. Я вот так это воспринял. Мгм. Ну и дальше уже все закрутилось, завертелось, да, пошли, ну, по новостям какие-то отрывки, что вот началась война, Мгм. ну, война, я имею в виду вот местного значения на тот момент, да, что Луганск и Донецк отделился. Ну и так я не углублялся никогда в эти А как дела. Луганский Донецк сам отделился? Насколько я понял, что они изъявили желание Мгм. какое-то. Так. Ну, просто изъявили желание. А как это и чем это было? А как колонны российской техники способствовали изъявлению их желания, которые заехали туда же в 2014 году? Ну, об этом я не знал. Видите, вот вы как-то все знаете с одной стороны. Не, ну- А как способствовали российские зеленые человечки тому, это в что они Крыму зашли я в Крым? слышал. Да. В Крыму я Как слышал. они способствовали референдуму, так называемому, в Крыму? Ну, видимо, вот это скажется о том, что они обеспечивали безопасность. допустим. Да вы что вы говорите? Нет, я же... О, Не, извините, я интересно, просто да, да. объясняю Ну, то, да, как я это типа понял. может представляться, А не как то, это как может есть на самом деле. А. Мы же не можем этого знать, я же Мы здесь... же не можем этого знать. Заходят вооруженные люди на территорию чужого государства, оккупируют эту часть этого государства, ставят своих марионеток во главе так называемых вот этих вот банановых республик. И что тут мы еще можем не знать в этом во всем? Ну, я Миллионы лично- людей выезжают из того же Донецка, Луганска, бегут от этого, от всего. Что нам еще там надо знать? Я понял, но я лично эту информацию не отслеживал, не следил. Я у себя Ну под так, вот в Петербургом. общем вы знаете, что... Вот в общем, да, Вот я и в говорю, общем, что да. может быть, могут выставить это так или так, но конкретной информации я не знаю. выставить. Мгм. Вот. Я понял, так я таки не понял. Майдан, ну хорошо, мы у себя там на Майдане что-то там кричали, не кричали. Вам какое дело до этого вообще? Я говорю, мне по большому счету, я сидел у себя дома, и сидел бы у себя дома, и все в порядке. И просто я имею в виду, что на тот момент меня напугало, Ну, просто я понял. напугало вот Просто это напугало. отношение. И все. Ну, вы поэтому решили в Украину прийти с оружием теперь? Я лично? Прошло, да, 8 лет. Нет, я не поэтому решил прийти. И я не собирался конкретно сюда идти с оружием. Я пошел в армию по контракту, не ожидал, что меня сразу же кинут в боевые действия. Ну, расскажите эту нудную историю, давайте, хорошо. Во-первых, представьтесь, как зовут вас, фамилия, имя, отчество, Семенов Алексей Александрович. дата рождения, 25.03.1991. откуда вы? Поселок Павлово, Ленинградской области, Э, Кировского района. Военная часть, звание? Я ничего не запомнил, нас Окей. очень быстро Вас мобилизировали? собрали. Вас Нет, я Нет? подписал контракт А, вы перед подписали контракт. мобилизацией. А вы пришли в военкомат, да? Специально Да. подписать контракт? Да, потому что я дома не мог устроиться никуда. Ну, не мог найти работу. И Так, сколько вам полных лет? 31. Какое у вас образование? Никакого.
Ну, как никакого. Ну, 3 класса церковно-приходской школы. 9 классов обычно. 9 классов. Ну, видите, вы образованный человек. Ну, писать, читать, более-менее Писать и умею. читать умеете. Да, более-менее. И сможете посчитать, если вам зарплату будут выдавать тоже, сколько дали, правда? Примерно посчитаю. Примерно посчитаете. Хороший сотрудник, я Корень скажу. из 8000, знаете? Нет, не знаю. Да я сам не знаю, я так просто. Ты меня сейчас просто поставил в затруднительную ситуацию. понимаешь? Важный момент, когда вы пришли в военкомат, дата. 14, дата именно 12 сентября. Да, вы просто как-то так сказали, что перед мобилизацией решил пойти. Я не знал, что будет мобилизация. А почему тогда сказали так? Оказалось, что потом началась мобилизация. Да я понял. Вы чего туда пошли вообще в военкомат? Вы говорите, ну работу вы себе. А где вы до этого работали? В ЖКО в местном, Что Павловском. это ЖКХ, жилищно-коммунальные Так, услуги. кем были? Плотником. Плотником. Да. Ну а что, вы себе плотником не могли работать начать? Обманывают. Я устал ездить на объекты какие-то, там трудиться месяц, потом в итоге не видеть денег, и у тебя уже не хватает денег на то, чтобы ездить дальше работать. Это прям там, где вы жили, вас обманывали? Да, много сейчас обманывают. И мне это просто надоело, мне нужна была какая-то стабильность. И я подумал, что у меня нет выбора, как только в армии, какая-никакая Я прошу стабильность. прощения, вы работали официально и вам... Нет, я работал до увольнения, конечно же. Ну, До увольнения, а потом я не мог найти работу, потому что уволился из ЖКО. а почему вы уволились? За прогулы, может быть, там. Ну, всякие разные обстоятельства Вас были. уволили, короче. Ну, да. Понятно. За плохое поведение вас уволили. Сколько вы потом были безработным? Ну, безработным я сидел где-то около 2 месяцев. Мгм. И потом пошли служить. Да. Все, я все понял. Пацан к победе шел. Да, Не фартануло. не фартануло. Нет, я сюда не шел за деньгами. Я Помните шел- это в кино? Русские не обманываем друг друга. Ну, я не обманываю. Не, а там вы же говорите, вас обманывали. Или А, то не там. русские были. В общем, обманывают с работой, потому что, ну, вроде как их похалтурить можно было бы. Но вот в этом и проблема, что ты халтуришь, или пошел на какого-нибудь дядьку частного, да, даже отделку квартир делать. Мгм. Работаешь, там последние копейки выжимаешь, и в итоге он тебе задерживает зарплату или завтраками кормить начинает. Но он русский? Да, в основном, конечно. Да? Так Да. обманывают все-таки. Да все друг друга обманывают почему-то. Ну вы же больше нигде не жили, кроме как у себя там, наверное. В основном я в 6 школах учился, но это все... Ого! А что так много школ? Переезжали, что ли? Да, но это все по области Ленинградской было. По Ленинградской По области. Ленинградской области, да. А сами вы жили в каком городе? В поселке Павлово я там прописан. Это рядом с родился. Питером? Да, 30 километров. 30 километров это. Да. Вы живете вообще в таком месте? Ну, на берегу Невы как раз же. На берегу Невы. Мгм. Культурная столица. Ну да, там красиво и все в порядке. Что предпочитаете из классики? Э, Ничего. Я Какую вы книгу последнюю прочитали? Да давно это было, еще в армии, наверное, я уж не помню. пошутил. Ну, это юмор такой, Ну, это понимаешь? да, Ну, риторический можно вопрос, даже да. сарказм да, Для сказать. поддержки Ладно, разговора. теперь о грехах ваших, собственно. Потому что о наших мы уже поговорили, да? Майдан. Они упираются в Майдан, что вы почему-то считаете, что мы у себя его права делать не имели. Вы нам Нет, можете я вам диктовать, такого не что нам... говорил. Нет, это так думают у вас там в стране, что вы нам можете диктовать, что нам здесь делать, а что нам здесь не делать. Говорить, переубеждать уже никакого смысла нет, потому что идет полномасштабная война, и пока мы вас всех не перебьем, которые находятся у нас в стране, в принципе, это все не остановится. Это понятно всем, поэтому воевать будем до последнего россиянина. Как вы почему вы решили прийти в военкомат для того, чтобы написать этот контракт? Потому что не мог устроиться на работу. Ну, вы объявление где-то увидели? Нет, я просто по новостям вижу, что пошла это, Да, что там туда СВО можно. пошло. Да я просто пошел по контракту. Да я понял, вы понимали, куда вас отправят? Нет, я понимал, что это может быть, но я понимал, что этого не может быть, потому что у меня нет никакого опыта.
Я рассчитывал на то, что у меня нет никакого опыта, я срочку служил в ПВО. У меня как бы это... Я понимал, что это может быть, но я понимал, что этого не может быть. Нет, я думал, что меня по должности возьмут куда-то. Так, куда? Ну и не обязательно на войну. Я не знал, что вся российская армия прям заинтересована вот этой войной. Я думал, какая-то часть заинтересована войной, какая-то часть просто дежурит в обычном режиме. Ну а здесь по факту оказывается то, что вся армия заинтересована этой войной, и сюда посылают всех без разбора. Я не ожидал этого. Мгм. Ну и дальше было. И, как я попал на вашу Да. территорию, в общем, мы прилетели в как же его? Белгородскую Народную Республику. Белгород. Да, это столица Белгородской Народной Республики. Прилетели в Белгород, там нас отвезли в полк какой-то мотострелковый, деревню только, все не могу, Валуйки. Валуйки. Да. Да. В Валуйках нас садили, выдали оружие, Мгм. потом увезли в, как его, На пару размеров больше смотрю у вас. это не моя. Вообще не ваш. Да. Понял. Все нормально дали, берцы, ремень, все как полагается. Да, все как, Мгм. ну, есть там. Я спрашиваю, потому что в прошлом, Устава. например, там берцы с ремнем не дали, он поддерживал штаны рукой. Думаю, Мгм. может, у вас тоже так. Ну, все хорошо, вас укомплектовали, вы супер солдат. Дальше. Ну и дальше я думал, что какие-то учения, может, будут. Да, всё конечно, такое там. обязательно. Мгм. Ну, а в итоге получилось, что нас экипировали и сразу повезли на территорию Украины. Мгм. Привезли через одну пересадку в лесополосе, нас привезли в город на силикатный завод в городе, как же он называется, сейчас я вспомню. Это еще на территории БНР или уже в Украине? В Украине, В Украине. Мгм. да. Купинск. Купинск, так. Мгм. Вот, в Купинске. Какого числа это было? 19-го. Именно Сентября? в Купинск, да. Мгм. Именно в Купинск 21-го где-то заехали. Мгм. Вот. В общем, потом нам показали на заводе точки, где мы должны сидеть и просматривать просто окрестности. И в течение 4 дней мы ходили на это дежурство, где ну, вроде как все спокойно было. И на 5-й где-то день начался какой-то кипиш, и большая часть состава личного уехала на БТРах, а какую-то маленькую часть, человек 20, оставили там на заводе. Кто-то выбрался своими силами, или я не знаю, смогли ли они выбраться. Но я с товарищем остались вдвоем на этом заводе. И мы как бы там, ну не на самом заводе, мы вышли за пределы завода и спрятались в одном месте, чтобы переждать зачистку. Мгм. В общем, переждали зачистку несколько дней, потом пошли по лесу, дошли до соседнего города, не знаю, как он назывался, но там много 9-этажек. В основном вообще весь город 9-этажек этих. И там уже наткнулись на ваших солдат. А как вы отбились от своих? Я пропустил. Они просто уехали. На 2 БТРах уехали и оставили там на заводе всех остальных, кто не уехал. А сколько вас там осталось на заводе? Осталось нас человек 6, а потом еще прибежали парни с первого поста. Где этот первый пост точно конкретно был, я не знаю, но они сказали, что они за несколько, за день или... В общем, они сказали, что там было наступление на их пост. Мгм. Они такие ошарашенные были, ну, видно, что после боя. Мгм. И вот они себе нашли большую машину грузовую на территории завода и уехали, все на этой машине уехали. Это была гражданская машина? Да. Тонар. Вы воровали гражданские машины? Я конкретно ничего не Не, воровал. ну российская армия. Я не знаю. Если Я вы говорите, при что ней- солдаты российской армии только что приехали на гражданской машине, Они на заводе нашли. что значит нашли? Ну, просто на заводе была машина. Иголка? они- Это что, иголка нашли? Это машина, большая грузовая машина. На территории Украины, в украинском заводе. Они ее взяли и поехали на ней, а они ее украли?
Получается, что они её взяли без спроса, украли. Хорошо. Дальше. Они сели на эту машину и уехали. Ну, я И так мы реагирую, потому что мы с вами, как знаете, ну, у кого-то может создаться впечатление, что вы специально как будто бы это делаете. Ну, взяли машину, украли, я вас спрашиваю, украли? Ну, очевидно же, что Ну, украли. получается, что украли. Да, ну, украли же. Ну, Да, я зачем вы понял. пытаетесь объяснить, что они ее нашли? Нет, я не пытаюсь. Просто для меня, ну, это как бы их дела, они Ихние поступили дела, по-своему. конечно. Я имею в виду, что они поступили по-своему. Я, короче, с товарищем с ними не поехали. Нет, там просто, понимаете, в чем дело? Не только грузовые машины крали ваши солдаты. Ваши солдаты обносят и крадут вообще все, что угодно на всех территориях, в том числе и гражданские машины. А потом, когда они пытаются на этих гражданских машинах убежать, а их артой кроют, потому что мы знаем, что это колонна гражданских машин, краденых, то там потом некоторые ваши блогеры умные начинают репостить и рассказывать о том, что это мы якобы гражданские машины обстреляли свои. Но это неправда. Ну, это Потому что вы логично. ездите на ворованных машинах, потому что вы армия мародеров. А еще вы, когда перегруппируетесь, как его правильно сказать, Перегруппируетесь, наверное. перегруппируетесь, одеваетесь в гражданку, Да. которую воруете, едете на тех же самых гражданских машинах, в надежде на то, что наши украинские об этом не военные вас пропустят. И просто целыми пачками сразу грузов. Мгм. Фантастические просто у вас открываются свойства актерские сразу же, как только вы пытаетесь убежать. Ну, да-да, приехали. Дальше. Все вместе к вам приехали. Сколько вас там образовалось человек? Когда? Когда они к вам приехали с поста с этого? Ну, около 20. Около 20. Угу. Когда уже основная масса уехала. Угу. Понял. А основная масса вот эта уехала. Почему они вас с собой не взяли? Скорее всего, это было предательство. Да, серьезно? Ну да, конечно. Ну, по-другому я это не могу воспринять. А они могли бы вас забрать, как думаете? Может, им что-то помешало? Давайте попробуем их как-то оправдать. Могли бы взять подкрепление и вернуться за нами. А почему они сразу не могли вас забрать? Я не могу этого знать. Ну что им помешало сразу вас забрать с собой? Давайте подумаем. Численность была слишком большой, может быть. Может быть. Ну, вы говорите, у вас осталось там всего лишь 6 человек. Неужели 6 человек нельзя было Нет, я поместить вспомнил, куда-нибудь на не БТР, 6. на Урал, куда-нибудь? Не 6, одна группа, не 6, человек 15, потому что одна группа выдвинулась пешком вообще в город, скорее Ага. всего. Да, ну 15 Человек 15 человек. нас Ну осталось. 15 человек. Мы в юности в копейку 15 человек садились, ехали. Ну там, скорее всего, была такая ситуация, что кто не спрятался, я не виноватый. А, Что кто успел, запрыгнуть, все уехали. И вообще конкретных команд никаких не было, даже что это эвакуация и что будет последующая зачистка, что враг уже близко. а похоже ли, что вас просто бросили? Да, похоже. А как же этот слоган на плакатах красивый, там, своих не бросаем? Ну, у меня нет слов. Не, ну есть... Давайте как-то опять-таки оправдаем этот слоган «своих не бросаем». Вот он же есть. Давайте докажем, что это правдивый все-таки слоган, да? Ну, своих для своих, наверное. Своих для своих это кто? Путин для Медведчука? Ну, типа того. Ну это да, тут я согласен. Зачем тогда писать просто везде «своих не бросаем», если можно написать «Путин Медведчука не бросает». Это будет правильно. Ну, нет, другое. Мы все время пишем какие-то примечания к слогану «своих не бросаем». То есть там «своих не бросаем, если он не 300-й». «Своих не бросаем, если не начал с собой». И так далее, и так далее. В вашем случае, да, вас бросили, но почему вас бросили? Какая причина? Наверное, своих не бросаем, если не спешим. Может быть, разве что, если не спешим, да. Классно же. Это вы хорошо сказали. Жестко, четко. Своих не бросаем, если не Если спешим. не спешим, может. Маленькими буковочками на билборде. Да. Мы собираем коллекцию примечаний к фразе «своих не бросаем». Своих не бросаем, если есть место. М.
Я Если понял. не спешим. Своих не бросаем, если не забыли. Да. Своих не бросаем, если других дел нет. Как Как-то уровень там много всего. второй армии мира вашей? Галимый. Как это галимый? Ну, я увидел, что галимый А какой-то. думали лучше? Я не мог ничего думать. Я вот оказался в этой шкуре и понял, что... А до этого вы где служили? Я срочку служил в Петрозаводске ПВО. ПВО? Так вы ПВОшник элитный? Нет, ничего элитного, просто ну, В каком году служили? в 2010-м. Ну так это давно было. Давно. Вы рядовым остались? Да. Мгм. Ну так историю, да расскажите же тогда. Вот вас там собралось, вы уже вспомнили еще 15 человек Да, я каких-то. вспомнил. И так в потом. сумме сколько до вас там собиралось уже? И когда какая-то группа ушла Мгм. пешком, после этой группы пришла первый... Другая. Да, другая. Которые приехали на машине. на вот этой. Они пришли пешком. И Так. на заводе нашли ворованную машину. Нет, на заводе они нашли не ворованную машину. На заводе они нашли машину, которую своровали. Ну, да. Да. Дальше. Они уехали, я с товарищем остался вдвоем. А эти вас почему с собой не взяли? Я не захотел ехать. А, вы не захотели? Я Почему? конкретно. Потому что я подумал, что это опасно. А куда они сказали, они едут? Они, в том-то и дело, что они конкретного маршрута не знали. Поэтому я и подумал, что это опасно. Вы решили отсидеться на заводе? Ну, почти что. А что вы, почти что почему? Ну, я не на самом заводе решил сидеться, я просто решил переждать зачистку. Я прошу прощения, там ваш друг все получает, но нету никакой реакции. Скажите голосом, что это вы в плену, чтобы он дал телефон. Сейчас, подождите. Ленчик, найди, пожалуйста, номера Вовин и у Вовы найди, попроси номер мамин, короче, мне связаться с мамой надо. Я рядом с Киевом в плену. Если есть какое-то кодовое слово, Нет никаких слов. то вы его сразу говорите, потому что меня уже сегодня один раз послали. Нет, я вообще не фанатик вообще этого всего. Давайте еще раз, только без слова Киева. Ладно. Я понял, это мало ли что, да. Я понял, извините. Да, нифига я себе так выгляжу. Леня, найди, пожалуйста, Вовин номер, узнай мамин номер, чтобы я с ней связался. Я в плену. Все, да? Так, вы говорите про зачистку. Кто делал зачистку? Я не знаю. Ну, вы в третий раз. Я хотел дождаться конца зачистки, окончания Я зачистки. через дорогу спрятал, мы вдвоем через дорогу спрятались за забором в кустах и просидели там сутки. Да. За эти сутки слышали, что там у КПП прошла ваша техника, какая точно, я не знаю, и прошла группа солдат. Так. И вы После. хотели дождаться, чтобы они куда-то уехали? Да. И я вообще хотел. И я потом выдвинулся через лес в другой город. И вот второй город, но не получилось обойти. Я хотел обойти фронт. А куда вы его хотели обойти? Куда вы хотели На прийти? юг. Наверное, на юг. Я тогда я все как-то сочинял. А с вами был еще один пассажир какой-то? Да, Ну, он тоже с вами ходил? да, мы вдвоем были. Так, вас вместе взяли в плен? Да. Понял. Ну и где вас взяли в плен? Рядом с городом Купинском еще есть какой-то населенный пункт, там много девятиэтажек. Так, Я название не знаю. понял. Населенный пункт, где много девятиэтажек, загугли, пожалуйста. Ну, зачем? Я вообще... Сейчас загуглим. Ты серьезно? Да. Не, может покажете? Да ладно, Мне все, не нельзя надо, карту давайте. смотреть, Это правильно, да? неудачно пошутил. Населенный пункт, где много девятиэтажек, загуглить крайне сложно. Хотя, если рядом с Он Купинском, может, совсем там рядом, немного. конечно, вы сами Изюм? увидите. Нет, Чего вы? там мы пешком несколько километров прошли. Через лес. Обошли Купинск Короче, по как лесу. вы идете. Да. И что вы видите? Ну, вот когда вы уже встретились с нашими бойцами, как это произошло? Мы подошли к этому городу со стороны леса. Услышали, что работает техника за последним домом.
этого города. И решили туда, так как там техника, мы поняли, что, скорее всего, украинские военные, и пошли просто напрямик через город. И все жители нас конкретно видели. Мы вот так вот напрямки через город прошли, и в конце этого города, если считать по маршруту... Вы с оружием прям шли, да? Да. И, Гениально. и в конце этого города была школа. Мгм. На этой школе сначала 2 человека с крыши нас увидели. А так вы много людей встречали по дороге? Да, приличное количество народу. А как они на вас реагировали? Сдержанно. Ну, как-то пытались не замечать. Мгм. Вот. Ну, мой товарищ постоянно пытался расспросить о чем-то, на что я ему конкретно говорил, что не нужно ни с кем разговаривать, мы просто пойдем по своим делам. Не нужно Да, конечно, затормаживаться, это глупо. А ему кто-то что-нибудь отвечал? Да, он постоянно пытался узнать маршрут куда-либо. Так. А ему что говорили? Ну, ему говорили, что вот дорога, например, шоссе там, например, следующий поселок там, например. И я его постоянно пытался, оттянуть от этих разговоров. Так, просто. понятно. Вот. И мы прошли через город, и за садиком, за последним зданием, по идее, там еще или школа, скорее всего. Мгм. За школой начался бетонный забор. Мгм. Мы уперлись в этот бетонный забор, прошли вдоль него метров 100 Мгм. и наткнулись на группу украинских солдат. Так. И что вам сказали? Доброго дня? Мы попытались куда-то уйти, но нам не давал забор. И мы как бы до последнего искали какие-то лазейки, чтобы убежать, на что они открыли огонь по нам, и нам пришлось укрыться за небольшим бугром. И нас, в общем, обстреляли. Вы отчаянные ребята, скажу. В общем, нас ранило, и На мы каком сдались. расстоянии к нашим 50 военным вы метров. подошли, когда? 50 метров. Когда вы друг друга увидели? Да. Ваши действия? Я попытался их команды игнорировать и искал лазейки отступить или убежать. На что они... Вы снимали оружие, перезаряжали? Нет. Вы просто пытались куда-то убежать. Да. Рядом был забор. Да. Вы понимали, что перелазить через него нет смысла? Он очень высокий. Он очень высокий. Вы стали искать, как бы это, куда бы это Да. залезть, чтобы как-то скрыться Чтобы из виду. как-то, да, скрыться Так? из виду. Что там было? Куда вы залазили? Ничего не было. Мы просто оказались в тупике. Вы метались под забором Не метались, мы стояли, оглядывались и не обращали внимания на на действия. их команды? На их команды, да. На что они начали стрельбу. А, то есть вы прямо на месте стояли? Практически, да, мы чуть-чуть шаг в сторону, влево-вправо такие, куда Замешкались, деться? понятно. Замешкались. А они вам говорят, сложите оружие, сдайтесь, так? Примерно. Я даже не слушал, чего они говорили. Так. И тут они начинают по вам стрелять. Да, после первых выстрелов мы укрылись за небольшим бугорком. За небольшим бугорком. Так, дальше. Дальше, как же там? В общем, меня сразу ранило в плечо. Вот у меня рука сломана. Еще до того, как вы укрылись за бугорком. Нет, сразу. Мы укрылись, и, видимо, я плохо спрятался, и сразу же мне пролетело в плечо. Они начали стрелять. Так. Да, уже прицельно. Я понял, что стреляет прицельно, когда вот это ранение получил. И поэтому высовываться и вести бой уже было как-то... потому что у меня тупо нет опыта никакого. И вообще, мне не хотелось этого делать. Вот. Почему вы сразу не додумались, когда они еще не прицельно первый раз стреляли, для того, чтобы... я так понимаю, они куда-то стреляли или в воздухе? Или... Первый выстрел был в воздух. А что вы сразу не упали лицом в пол и не сдались? Понятно, если у вас нет опыта, и вы это все знаете. Мы испугались плена. Почему испугались плена? Что в плену такого страшного? Неизвестности испугались. Угу. О том, что неизвестно, что За там бугорком известность, да? Вы понимаете, что вас могли там расстрелять на месте и все? Предположительно, может быть, мы этого и хотели, может быть. А, Не то чтобы хотели, так вам, но наверное, кто-то рассказывал, что в плену здесь с вами будут издеваться и так далее. Наверное, конкретно мне никто не рассказывал. Чё же вы так Просто боитесь? плен это, плен это плен, что это не, Вы его так себе представляли, как вот вы сейчас находитесь в плену?
Если честно, я никак себе не представлял плен. И может быть поэтому, короче, мой друг после ранения тоже, у него было тоже, у него сейчас еще нормальное ранение, его в госпиталь увезли потом. Он взял гранату и хотел взорваться. Я у него отобрал гранату и выкинул просто. Он Выкинул. чеку выдернул. Да, он чеку уже выдернул, она у него лежала на фиксаторе вот этом F-ка. Она Судя у по него всему, лежала. его товарищ еще круче, чем он. Она у него уже лежала в руке, он мне сказал, что это будешь взрываться. Я откинул на него гранату. А он сумасшедший? Ну, я не знаю, блин. Давайте подумаем, как вообще, Я, в общем, как человек может себя взорвать? Ну, что это Я за бред? подумал, что это чересчур уже взрывать себя. Ладно, если бы нас случайно пострелили, это было бы другое дело. Достал гранату, выдернул чеку, говорит, будешь взрываться? Да. Это Взрываться тогда, будешь? Я мужики, прошу, тогда у меня это хорошее. не смешно было, потому что был сильный обстрел, мы были ранены, и, конечно же, мы были А в вас шоковом инструктировали как-то, что... Нет, нет. Зачем он это сделал? Давайте подумаем на эту тему. Это же реально жесть, это в голову не влазит. Взорвать себя. В общем, Имитируйте его действия. страх это просто, вот и все. Поэтому себя убить? Получается. Но я могу вам только сказать спасибо, что вы спасли себе и ему жизнь. Как бы он тоже в плену? Должен быть, я еще не знаю о нем Вы же информацию. говорите, что его в госпиталь увезли. Его в госпиталь Ну, увезли. значит, он в плену. Если в госпиталь увезли, Вы то, конечно, в обменный плену. фонд. Куда он Вы денется? Пополнили наш обменный фонд. Потому что если бы не выкинули гранату, было бы просто 2 200, да? На 2 человека. При том, что можно было просто подойти, просто сдаться и не прыгать за бугры, не получать ранения и не устраивать клоунаду с гранатами, Просто. которыми вы даже пользоваться, судя по всему, не очень умеете. Вы ее куда выбросили? Не в наших случайно? Я в сторону противоположную. А там не было мирных, еще кого-то, машин Не никаких было ничего. гражданских? Была открытая местность, никого не было. И- Вы возле садика в городе гранаты начали разбрасывать? Нет, не возле. Там школа и Ну, вообще садик, было пусто. школа. какая разница? Там, видимо, оцепленная территория была вашими военными. Ну, ладно. Хорошо, что так, если так. И Там что всё дальше? Ну, обошлось. бросили эту гранату. После чего они начали интенсивный огонь по нам. Так. Больше не зацепили. И после того, как они прекратили огонь, я сказал, что мы сдаемся. Угу. Понял. Я реально сижу и думаю, это насколько надо быть отбитым чуваком, чтобы подрывать себя. Ну как? Ну, А он мы это с вряд ли вами поймем. приехал, или он уже был... Да, мы вместе были. То есть он приехал уже заряженный вот этим позитивом, я себя подорву. Он до этого мне говорил, что если что, он пытался со мной договориться о том, что мы вместе взорвемся. Ой, что же я зеваю? Он так говорил, я просто молчал по этому поводу, что не давал Ты подтверждения. пропустил, когда зевал. Они до этого вместе договаривались о том, что давай вместе взорвемся. Да. Я говорю, что он мне об этом говорил, а не о том, что мы договаривались. Он ему Ну, говорил. да, я понял. Я сделал вид, что, этого не произойдет, не надо ерунду нести просто, вот и все. Я просто пытаюсь понять, как это у вас работает. Я с ним не договаривался о том, Не, что мы вообще, как взорвемся. у вас в голове укладывается подорвать себя. Это же ненормально. Вы имеете в виду, что мы, русские, не... Ну там да, вот я так и считаю. с вирусами в башке, да? А почему нет? Да, расскажите, почему у вас... Ну, может, одной хромосомы Потому не что хватает, может, истерию лишняя нагнали. Истерию нагнали, потому что. одна. Нагоняли все-таки истерию про плен? Да и в плену? вообще, я не знаю, откуда он питал информацию. Мгм. Я говорю, что, скорее всего, просто истерию нагнали, и поэтому такие вирусы в голове. Жесть, короче. Ну все, они пришли, вас взяли в плен. Смотрю, руку замотали, и того в госпиталь Да, отправили. отнеслись по-человечески. Меня удивляло, что все сдержанно, некоторые выражались, конечно, но все сдержанно были, судя по тому, что мы пришли на вашу территорию, да, судя по этому, Сдержанно военные... уже. Я вообще удивляюсь, как к вам туда граната просто не прилетела. Потому что, по моему соображению, она должна была туда прилететь сразу. Прилетела. Почти. Прилетела? Не сразу же, его ранило гранатой. Все-таки после того, как он бросил гранату, да? До этого. Он До уже этого. был сильно ранен и Мгм. хотел подорваться. Мгм. Вот так вот. Мгм. Идиоты, а могли бы просто кричать, мы сдаемся в плен. И не оказывать А сопротивления. вы отстреливались все-таки? Ну да.
Я не отстрелился, потому что у меня рука не работала. А он-то отстреливался, очевидно. У него вроде бы несколько патронов не хватало, насколько я потом понял. Не хватало до чего? До полного рожка. То бишь он патрона 3-4 выстрелил. Ну, Он стрелял там, все равно. он, короче, расстрелял, он очень растерялся. Я еще пытался куда-то что-то это, ну, еще в окопе там лежал, ну, там думал, куда скрыться. А он, короче, уже растерялся полностью. Я понял. Ну, что сказать. Прыгнули вы за этот бугорок. Он несколько патронов выпустил, неизвестно направление. Какая разница? Наши Ну же да, не в знают, неизвестном направлении. что он там уже у него там на уме. Они вам гранатку, забац, его гранаткой ранит. После этого он достает гранату, говорит, подрываться будешь? Понравился этот эпизод, между прочим. А что вы ели потом эти вас дни, берут. когда воевали? А, ну, там сухпайки. Ну, в достаточном количестве было? Время от времени бывало, чуть-чуть не хватало. Ну, смотрите, так не бывает. Есть сухпай, который выдается на одного человека на сутки. На сутки, да. Нам выдавали один сухпай на двоих. Ну, мне просто смешно от второй армии мира. Можно сказать, что вы здесь в плену питаетесь лучше, чем когда воевали за свою страну в оккупационных войсках? Просто если полевые условия, Ну, то нет, там и не лучше в полевых условиях всё. питались. Ну, я же это и спросил. А вы брали что-нибудь из квартир, из домов? Нет, не брали. Какую-то еду? Нет? Один раз вот, когда сидели на второй день, мы залезли в заброшенный дом и там взяли тушенку с рыбой. Тушенку с рыбой. Да. Ну, тут видите. Поздравляю, вы мародер. Официально. Не, ну подожди, а вам совсем не было что есть, да? У вас Да, и совсем мы не даже было потом еды? вернулись на завод, где нас, ну, на заводе, потому что были сухпайки. Мгм. И я хотел вернуться за сухпайками, но там нас увидело двое ваших военнослужащих, от которых мы убежали. Еще это было до того, как мы выдвинулись в другой населенный пункт. Там можно кино снимать. Это вас двое уже тогда было или еще кто-то был? Нет, мы вот как вот все уехали, мы вдвоем остались. Вдвоем остались? Да. Мгм. И наши военные были в этом городе, там шла зачистка, о которой Да, вы говорите. да. А вы вдвоем пошли куда-то, взяли там тушенку, да, возвращались на завод, там вас увидели наши военные, и вы куда-то побежали. Да. Куда? В другую часть завода. В другую часть завода. Наши военные с вами не побежали? Нет, мы от них скрылись и побежали в другую часть завода. Так. Мы сначала первую ночь мы пересидели в кустах, вторую ночь мы пересидели рядом с домом, где взяли тушенку. На третью ночь мы вообще переночевали на этом заводе. И на четвертый день мы выдвинулись в другой поселок. Маскировку какую-то вы применяли или вы думали, что можно вот так вот прям по форме идти, где наши войска, и вам никто ничего не сделает? Ну, да, конечно же, мы прятаться, ну, пытались прятаться. Нет. По форме. Вы в Я что-то по форме переодеться был. пытались? Нет, мы не пытались в гражданскую одежду переодеться. Так по форме и шли? Я по С форме, автоматами? да. Среди наших людей, Среди вашего мирного населения, видимо. среди мирного населения? Да, мы Там прошли через, вот в этом, в Купинске, мы прошли немного частных этих домов. Понял. Прошли, как бы, да, нас мирные жители видели. Кто-то, как бы, по-разному реагировали все. Мгм. И мы ушли в лес. А вы говорите, по-разному реагировали. А были такие, наверное, которые вам говорили быстрее убегай, да? Или как-то? Нет. Один только из дома выскочил, закричал: хотите блинчиков? А Блинчиками хотелось Да. угостить? Остальные просто как-то пытались... Чего вы не пошли, поели бы блинов? В плен бы попали намного безболезненнее. Не было времени. Поели бы блинов, просто за Не вами бы заняты пришли были. и все. Не заняты были, не было времени. Нужно было что-то делать и идти дальше просто. Не нужно было ничего делать. Нужно было просто зайти, съесть по блину, через минут 15 пришли бы наши, и вас бы забрали. Все. Не было перестрелок, ранений, всего прочего. Мужичок толковый был, да?
Ну да. Не, у меня до сих пор вот это с подорви себя, это... Да. Теперь, в общем-то, у меня вся история, весь пазл сложился. Я даже не знаю, вроде белых пятен не осталось. Давай звонить. Это ж про хромосомы ты сказал. Ну, И ваш шо? друг ничего не отвечает, ничего не делает. Один раз попробовал меня набрать после вашего голосового сообщения. Я ему сбросил и написал, пишите. Он больше ничего не делает, ничего не пишет. Ну, это какой-то прямо... Как вы думаете, это лишняя хромосома или одной не хватает? У него? Да, Ну, да. у таких людей. Но вы его попросили дать, найти контакты ваших близких, Да. чтобы связаться. Да. Голосовым сообщением. Да. Вполне понятно и прозрачно, просто. Вы своим голосом. 39 минут прошло. То есть в 13:59 мы ему написали, сейчас уже 14:39. 40 минут прошло, он ничего не сделал. Видимо, он тоже боится чего-то. То есть он сейчас забился в панике, в истерике в угол, грызет ногти. Что же мне делать? Найти мне контакты его мамы или не найти? И у него вот эти две кнопки там ФСБ и самоубийство. И он думает, на какую из них нажать. Там полиция, Обливается ФСБ и потом. граната. И Не, думает, я думаю, просто, может быть, он сообщит о том, что я в плену, и там мама уже обратится в органы, там, где дадут официальную информацию. Может быть, он так решил сделать? я не знаю, я знаю, Ну, что вы его попросили дать контакт вашей мамы или брата. Мгм. Он ничего не делает. Поэтому что... Можно вас спросить, вы оккупант? Нет. Нет, я понял. А как выглядит оккупант? Кто это такой? Что это за человек? Ну, это тот, кто забирает чужое. Приходит на чужую территорию с оружием в составе армии. Можно в любом виде быть оккупантом. А вы пришли к нам с оружием на территорию? Вы сами же только что дали определение термина. Ну, может быть в любом виде оккупантом. Ну, Можно я там понял. хитростью А вы что сделали? выселить. Почему, вы что сделали? Почему вы не оккупант? Вы тоже пришли на чужую территорию с оружием. Почему Я без вы не злого оккупант? умысла пришел. Без какого-либо вообще умысла. То Так есть, я если понял. Ну, Я потому не что- оккупант, если я без злого умысла. Нет, я конкретно никого не ущемлял, не выгонял и не пугал. вас здесь кто-то звал вас сюда? Я пошел по контракту служить, меня направили сюда. Я понял. Вы пришли на мою землю с оружием, чтобы что-то там делать. Я вас сюда не звал. Я когда... Вы для меня оккупант? Как вы думаете? Ну, если вы не знаете моих намерений, Зачем мне ваше намерение? ну, я, например, пришел... Смотрите, если кто-то взял и убил другого человека, мне надо знать его намерение, чтобы понимать, что он убийца. Нет. А почему мне нужно знать ваше намерение, когда вы на мою землю пришли с оружием? Зачем мне ваше намерение? Я нужно? никого не убил. Меня Ну и сюда что, закинули, я оккупант не хотел обязательно уйти. должен кого-то убить. Я хотел уйти. Оккупант не обязательно должен кого-то убить. Оккупант — человек, который приходит в составе другой армии в чужую страну для того, чтобы оккупировать территорию. Что вы и сделали? Я вас спрашиваю, вы оккупант? Вы мне говорите про намерения. Зачем они мне нужны? Я не могу себя назвать оккупантом. Почему? У меня нету таких намерений вообще кого-либо оккупировать. У меня есть Вот свой смотрите, дом. вот моя пресс-карта. У меня есть свой дом. Представьте, что это пресс-карта. Вот это вот мое государство, Украина, да? Да. Смотрите, у нее есть границы, это суверенное государство. Да? Мы спокойно жили здесь 30 лет. Майдан там у нас, не Майдан, все у нас здесь, оно вас вообще не касается, понимаете? Вы берете оружие и приходите сюда на нашу территорию, чтобы ходить влево-вправо, непонятно с какими намерениями, непонятно что делать. Вот эти вот люди, которые зашли на эту территорию с оружием, они для нас оккупанты или кто? Кто-то конкретные дела делает, кто-то конкретные вещи делает, кто-то конкретно кому-то это надо. Но я этих конкретных вещей не знаю никаких. Я когда увидел, что меня направили сюда, за границу, я при первой возможности решил уйти отсюда, но был пойман вашими солдатами. А как долго вы здесь пробыли? 8 дней где-то до плена. Ладно. Я чуть-чуть подкорректирую ваш текст, который заключается: хотели при первой возможности уйти. Нет, вы не хотели уйти. Вас взяли в плен.
Если бы не было этой ситуации с обстрелом и взятием в плен, вы бы ходили дальше, еще долго и нудно. У вас не было цели вернуться назад, у вас не было цели сдаться в плен. Вы не сдались, вас взяли в плен. Ну ты все намешал сейчас. Он имеет в виду, что он хотел уйти за территорию Украины. Да, уйти. Да, я хотел на юг. Да, Да. и чтоб вы там дальше делали. Ну. Пошел бы. Нет, вы бы пришли к своей армии, а ваша армия сказала, мы начинаем контрнаступление по такому-то направлению. А ну бегом в БТР Ну, и теперь поехал. теперь я это понимаю. Ну. Когда я узнал уже, что здесь Ну, и что вы творится. сделали, ваши действия? Я бы выразил протест и несогласие. Нет. Ну, я бы конкретно отказался бы сюда ехать просто. И Почему вот я и все. намешал? Я же сказал, что ему 8 дней, он собирался с мыслями. И собирался бы дальше. Никуда он не хотел уйти. Нет, у меня была конкретная Ну, цель понятно. уйти из этого. Ну все ясно. Есть вопросы у тебя? Вопросов нет. Можешь еще поговорить, Твой ну друг, я так особо не вижу. Твой смысла. друг не связывается. Хочешь, можем его набрать, если хочешь. Давайте я ему поговорю с ним. Ну, я как-то не понимаю, как это у вас работает. Сектор приз. Вращайте барабан. А вы через этот? Через этот. Через этот что? Через тот. Мы через тот. Ну, через WhatsApp звоните? Да. Ну Да через он не WhatsApp возьмет. звоним, а что это такое? Через Не возьмет? Берет, видите, Ага. трубку. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Алло, Добрый день. добрый. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Ваш друг в плену у нас находится. Вы знаете об этом? Нет. Не знаете? Вам же только что Дмитрий написал об этом. И аудиосообщение отправил. Вы не Так, поверили? Что вы хотите? Подожди, он слушал? Спросил. Вы слушали сообщение? Может, вы не слушали просто? А зачем вам номер мамы его? Мне Он хотел бы с ним поговорить, нужно. он хотел бы поговорить со своей матерью. Он же вам отправил сообщение о том, что он хочет поговорить со своей матерью. Своим голосом. Своим голосом отправил сообщение. Так, и что? Я подозреваю, что это как бы может намекать на то, что он хочет поговорить со своей матерью. Нет, от меня-то вы что хотите? Чтоб я съездил в другой город? Передал номер телефона? Лично я от вас вообще ничего не хочу. Но ответить можно как-то. Что я не поеду там в другой город, не передам номер телефона, или я понял, или идите вы куда-нибудь, Телефон знаете, ну, брата. я вам передам трубку, да, у нас под запись разговор происходит, поэтому вы поговорите, вы как-то лучше друг друга поймете. Про запись я вас предупредил. Слушай, а может у тебя Вовин номер есть? Перекинь через WhatsApp просто Вовин номер, слышишь? А у меня старый его номер. В общем, у тебя нет времени узнать номер мамы, да? Ага. Ну, в общем, будет время, и узнай номер и перекинь его вот сюда, ладно? Мультик. Вы сказали там ехать 10 минут, да? Хорошо. Ну, давай пока. Ну, еще неизвестно, в каком он городе. Давайте телефон. Так надо же было спросить. Ну, может быть, в Санкт-Петербурге, может быть, в Отрадном. Я вот начинаю понимать, почему некоторым людям так трудновато иногда найтись или решить какую-то элементарную проблему. Потому что на вот такой вот переписке, я не знаю, насколько у них это может застыть, решение этого вопроса? На полгода, на год? Я поломал. Безвременно. Чувак, у Что? него, наверное, очень много друзей, что он такой довольный, ага, такой. Как это? Вы его друг, говорите, что вы в плену. Просите помочь связаться с мамой. А он тупо забивает хер и едет куда-то по каким-то своим левым вопросам и довольный такой, ага, и что это значит? Что у вас не так с вашей нацией? Да, сегодня два таких, знаешь, подряд. Новая волна, что ли, пошла? Может им там новый спутник этот вот В завезли какой-то, новое Можете- ширево какое-то завезли. Можете действия друга прокомментировать? Ну просто если бы мне позвонили, я бы сорвался бы, бросил все и решал бы задачу, которую мне бы попросили делать. Или мы просто каждый день звонят по 100 Мы человек это в день? бессмысленно. Не, объяснять. может быть, Мы он никогда просто не на будем. работе. Нет, так можно ответить что-нибудь на ваше сообщение голосовое? Можно что-нибудь ответить? Ну, Ну даже как-то, если- чтобы вы понимали. Вы же ждете, вы же в плену, вы же отправили, попросили о чем-то. Даже если на работе можно бросить работу и поехать дать матери связаться с сыном, который находится в нацистском плену.
Я не думаю, что 30 километров от Питера или 10, сколько вы там. Это такая проблема, такая коммуникационная яма, в которой нельзя найти человека. В выходной день, когда нету пробок, нету ничего. Ну, Нет, У меня нет и ну, вопросов. будет собственно. возможность, как бы. Да, пришлет конечно. номер. Конечно. Да, вы Нацистов, натовцев видели? Нет, Нет. Ну хорошо. обращение Обратитесь к другим россиянам, да, если хотите. Скажите им, что вы передайте что-нибудь там. к другу, вот в частности, обратитесь. Не-не-не, к тем, которых вот мобилизировать хотят, те, которые хотят вот в Украину поехать по контракту, как вы сказали, ну как вы, в общем, которые не думают, что они поедут воевать. Вот. Ага. Ну, обратитесь к ним, может быть, пару Ну, слов. могу только сказать то, что ну, ехать сюда нет смысла, потому что мы здесь, видимо, на этой территории мы не нужны ни своему государству, ни государству Украины. И поэтому с нами может быть здесь все что угодно, вот и все. Ну и ладно. Главное от души. Хорошо. Да. И все-таки, как можно так жить? Я вижу, вы расстроились. Ну, Да, я расстроен, но я не могу показывать, что ну, так вот произошло. Ну почему, я не знаю. Вот нельзя несколько сигарет спросить? нет, сигареты. Друг мой, сигареты мы вам давали до последнего обмена. Ну, до того, как ваши вернули